Zombie Apocalypse. Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас немножко другая концепция видео. Канал-то называется это Neo Gaming, правильно? Поэтому не только на музыкальной реакции, на рок и метал индустрию выпускать. Если канал называется это Neo Gaming, значит нужно какие-то игры тоже обозревать. Поэтому давайте попробуем. Цифровая у нас сегодня версия Gloomhaven, адаптация одной из лучших настолок современности. Gloomhaven или Мрачная Гавань по-русски. Поэтому расскажу вам вкратце, что к чему, как и почему, какие-то, может, советы для новичков. И постепенно в следующих видео будем разбирать каждый класс. Может быть, если народу зайдет, какие-то отдельные миссии я тоже разберу прямиком в записи, то есть играя их, такие там будут в компании такие миссии, которые требуют отдельного внимания. Если народ этого захочет, мы по отзывам и комментариям, просмотрам будет получаться, запишу еще на какие-то отдельные сложные миссии, особенно с боссами или с какими-то другими интересными сюжетами, которые пройти очень непросто. Поехали! Вот у нас, как обычно, меню игры, правильно. Что конкретно для новичков? Первым делом, да, пройти обучение. Если вы хотите поиграть в эту игру. Игра представляет собой типичный Dungeon Crawler, когда у вас есть задание в подземелье, вы должны его выполнить, или там полутать сундук, убить босса, зачистить все, сбежать, там полутать какую-то вещь, сбежать и так далее. То есть есть варианты заданий в подземельях. Мы забегаем в него в группе из 2 до 4 человек. Выполняем его, миссия успешная. Не выполняем, миссия провалена. Но здесь есть одна особенность, и это механика игры, которая немножко сложноватая на первый взгляд. Поэтому давайте приступим. Перед этим, хранитель гильдии, рекомендую, опять же, после обучения, кому хочется вот прям вникнуться, погрузиться полностью, после обучения основным механикам игры, попробуйте пару миссий, либо хранитель гильдии, либо, может, сразу переходите в компанию на на нижние уровни сложности. То есть, если мы создаем, да, создаем компанию, у нас сколько уровней сложности? 6. Рекомендую новичкам играть либо легче, начиная от обычной до легчайшей. Почему? Потому что вам будет сначала попроще, вы ознакомитесь со всеми механиками, ознакомитесь с миссиями, поймете, что от вас хотят, как их делать. Потому что, начиная от тяжело, уровень подземелья становится выше, чем ваш, на единицу, да. То есть, как идет обсчет? Сейчас покажу. Я загружу свою компанию и покажу вам, как идет обсчет уровня подземелья. Так, я надеюсь, я не новую стартанул. Иногда, кстати, загрузки более-менее долгие, но ничего, это привыкается. Ждем.
Почему, кстати, еще один важный момент. Русский язык. Вы спросите, откуда русский язык? Небольшой такой гайдик. Заходите в мастерскую Steam. Там есть раздел модификации, правильно? Ищите Ruhaven, скачиваете, устанавливаете, потом в настройках ставите русский язык. Ну, почему-то слишком долгая загрузка. Ждем. Также можно играть по сети. От 2 до 4 человек в мультиплеере. Там была отдельная вкладка мультиплеер. То есть, так, вот. Наша компания почему-то слишком долго грузилась. Что такое уровень подземелья, да? То есть, на него напрямую влияет уровень сложности. Вот у нас есть миссия, да, к примеру. Мы смотрим врагов, да? Смотрим врагов. Как оно считается, уровень подземелья? Средний уровень группы, деленное на 2, это уровень группы. А уровень подземелья в обычной уровне сложности, он равен уровню группы. Плюс, чем выше сложность, тем выше уровень. То есть у нас уровень группы 5. Почему? У нас все максимально уровня 9. Самый максимальный уровень персонажа 9. Который делится на 2. То есть это пятерка. С округлением вверх, естественно. У нас уровень группы 5 плюс 2. Это сложность брутальная, да? Значит, уровень подземелья плюс 7. Монстры 7 уровня. Как-то так это работает. То есть, поначалу рекомендую от обычки вниз посмотреть, может с 5-10 миссий пройти, понять механики, дальше можете закрыть. Можете дальше проходить, это не обязательно, если как бы хочется налегке это все сделать. Если хотите челленджа, начинайте от +1 уровня подземелья и выше, вплоть до +3. По основным механикам у нас... Почему-то слишком сильно... Вот у нас меню. Это стандартное меню компании. Здесь у нас есть меню персонажей, их 4. От 2 до 4 можно убрать, допустим. Вот у нас все персонажи, которые... Не, это не все. Вот сейчас скажу их все. 1, 2, 3, 6, 12. 17 персонажей всего максимально. 17 классов. То есть вам не обязательно каждый класс отдельно. У вас может быть, допустим, 2 мага, к примеру. Не обязательно. Вот вы создаете еще одного мага. Точнее, плетущую чары. То есть это не обязательно. Создаете, называете имя и так далее. 17 слотов у вас для персонажей. Стартовые классы. Стартовые классы это плетущие чары. Это брут. Это... Давайте здесь на этом меню. Это брут. Плутовка. Плетущие чары. Изобретатель. Пустотелый. И крадущий разум. Вот эти 6 первых персонажей. Это стартовые классы. И перейдем к основной механике игры. Почему она не такая простая, как кажется. Вот у нас у каждого персонажа, берем пример мага, у нас есть карты. Чтобы выполнить действие в подземелье, вам нужно будет разыграть за один ход 2 карты. У каждого персонажа количество стартовых карт разное. То есть здесь 8, например. Да. Здесь 10. Здесь 9. Здесь 10. То есть там от 8, если я не ошибаюсь, до 12 стартовых карт
у персонажей. Поэтому за каждый ход в подземелье вы играете 2 карты. Выполняете... Вот у вас, например, карта есть, да? Смотрим. На примере мага берем, потому что стартовый класс. Вот у вас карта. Стрела маны. Инициатива. Инициатива показывается на карте 7. И верхнее и нижнее действие. Что значит инициатива? Чем ниже инициатива, тем раньше ходит персонаж. У карт врагов также будут карты рандомно выпадать со свойствами и с инициативой. То есть появится шкала хода вверху. И компьютер отсортирует, у кого самая низкая инициатива, тот будет ходить первым. И так далее. Чем выше, тем дальше. Выполняем нижнее действие или верхнее. Вот, например, на этой карте. Атакуем с дальностью 3, атака 2. Этот значок обозначает, что нам нужно отменить любую стихию, которая заряжена или полностью, или не полностью, когда она активна. Отменяем ее, добавляем +1 атаки. Ну или лечим на дальности 1 клетку. Либо себя, либо союзника на соседней клетке. Дальше. И вторая, допустим. Второе свойство. Вторую карту берем. Вот эфир. К примеру. Движение 4, прыжок. Прыжок означает, что мы можем перепрыгнуть через любые препятствия. А вот это свойство обозначает, что можем вернуть все карты из стопки потери. Карты, которые сыграны, идут в 2 стопки. Либо потери, либо в сброс. В потери идут карты, к примеру, вот, показываю. Вот такой значок. Это означает, что карта ушла в потери. Если, допустим, мы выполним верхнее действие, карта идет в сброс. Либо есть вариант еще выполнить либо верхнее движение, либо 2 атаки, нижнее движение, либо нижнее действие, либо 2 движения. То есть стандартно 2-2, либо выполняем вверх-низ. То есть это вверх, это низ, это низ. Вот такая история. Ну и кратко расскажу по модификаторам, что это такое, где, от чего в этой игре может, как говорится, подгореть задница. Это от модификаторов. Что это такое? Вот они, вкладка меча. Вот эти модификаторы. Это единственный элемент рандома в игре. Единственный. Как их получить, как их апгрейдить? У нас стандартно. Давайте сделаем нового персонажа. Я покажу стандартно, сколько у нас чего. Опять же, делаем, к примеру, изобретателя, да? Там называем его как-то Володя, к примеру. Так, выбираем квест. Так, вот, важно. В компании выбирается квест. Это ваше личное задание. Если вы его выполняете, вы отправляетесь на отдых. Что такое отправиться на отдых? Все ваши золото, все ваши предметы, экипировки, которые на вас, отправляются обратно в банк. А за это вы получаете награду за квест. Плюс процветание. Процветание. Сейчас расскажу, что это. Ну, допустим, выбираем. Так, где мы его поставили? Вот его поставили. Так. Сначала к модификаторам. Вот это стандартные модификаторы для 1-го уровня. Что это такое? При использовании атаки на соперника используются вот такие вот модификаторы. То есть, тянется карточка. Как в настольной игре, здесь используется вот та же самая история. Тянется условная карточка с модификатором.
Она может быть плюс 0, она может быть плюс 1 к вашей атаке, может быть плюс 2, может быть x2, то есть двойной урон. Или так же самое здесь. Вот этот значок называется промах. При x2 и при промахе колода перетасовывается. То есть элемент рандома здесь присутствует. Потому что, допустим, вам надо срочно добить какого-то персонажа. У вас, допустим, выпало минус 2 или промах. У вас, как говорится, подгорело. Захотели закрыть, миссия провалена, так сказать. Поэтому здесь есть элемент рандома. Вот именно в этих модификаторах. Так. Процветание. Что ты тут? Еще раз. Меню города. Меню города. В компании. У нас есть процветание, репутация, уровень группы. Я это уже рассказывал. Процветание, репутация. Репутация позволяет нам с скидкой до 5%, то есть там 5 голды, покупать. Вот у нас торговец есть такой товарищ. Все эти айтемы. Процветание же открывает новые айтемы у торговца. Чем выше уровень процветания, тем круче предметы у торговца, и тем лучше, точнее, тем выше уровень вашего персонажа при создании. То есть, условная ситуация. Вы выполнили личный квест. Вот он, к примеру. Еще раз. Там убейте 3 слизней, 3 скрытней и 3 шипящих дрейков. Вы выполнили этот квест, ушли на покой. Ушли на покой. Качнули процветанию и сделали нового персонажа. И когда вы создаете нового персонажа, вот я создал Володю, да? Я могу его, если у меня уровень процветания 9, вплоть до 9 уровня, с нуля догнать. То есть здесь у нас пример, потому что я прошел вот игру, именно сюжетно. Здесь остались дополнительные миссии, ну как, чисто дополнительные. Какие-то, может, мини-сюжеты, мини-какие-то арки-квесты. Но основную кампанию сюжета, главного босса игры, я забрал. И поэтому я могу вплоть с 1 уровня до 9 прокачать. То есть вот, выбираю новый уровень, и мне предлагается одна из 2 карт. Одна из 2 карт на выбор. Я могу выбрать только одну. Запомните, здесь выбирается только одна карта из 2. Остальные остаются в этом. Вот в этом ростере карт способностей, которые вы можете выбрать со следующим уровнем. То есть, когда вы апнете 3 уровень, вы можете и эту карту взять, и эту. Но только одну за уровень. Из тех, которые вам предлагают с правого списка. Потом замешиваете ее в левую стопку, выбираете себе колоду. И отправляетесь в бой. Плюс, вот я выбрал, к примеру, карту, да, неважно пока. Плюс, чем выше я повышаю свой уровень, стандартно, за каждый уровень мне доступно очко перков. Что такое очко перков? Это ставим галочки, которые позволяют нам улучшать вот эти стандартные модификаторы, то есть как-то влиять на рандом. То есть мы можем удалить 2 минус единицы, да, к примеру. Вот у нас уже Смотрите, у нас уже 1 минус единица. Мы сильно увеличили наши шансы, допустим, на хороший исход. Вот. Убирали минус 2. Минус двойки у нас нету. Промах убрать невозможно. X2 убрать, типа, и добавить, по-моему, тоже невозможно. Ни у кого нет такой карты. Ну и дальше так вот смотрим. Там, добавить 2 плюс 1, добавить 1 плюс 3 и так далее. Как еще эти галочки получать либо очко перков? У вас, когда идете в Инст, отправляетесь, к примеру. Когда вы отправляетесь вот в Инст, точнее в подземелье, у вас будет задание на подземелье для каждого героя. Я просто не хочу сейчас кликать. Я уже это в следующем видео покажу. Или даже нет, давайте сейчас покажу. И на этом, как говорится, закончим. А дальше пойдем по каждому классу отдельно разберем. То есть, вы идете. Вот, допустим, я это сделал. Я могу это переиграть.
без проблем, чтобы какой-то квест личный сделать. То есть можно переигрывать задания. Каждый раз, когда идете из города, происходит дорожное событие. То есть вот мы читаем текст, что-то из этого выбираем. И вот нам добавили даже награду. Это, кстати, очень редкая история, когда дорожное событие нам какие-то плюсы дает. Бывает, но редко. Вот нам рассказывают лор этого инста. И вот. Вот у нас личное задание. Личное задание на подземелье. Мы выбираем одно из двух. И нам дается это очко перка, чтобы потом можно было эти модификаторы апать. То есть нам нужно 3 очка перка, чтобы получить здесь галочку. Вот, в принципе, и все. Мы для каждого персонажа выбираем. То есть у нас есть здесь выбор, здесь и здесь. Пытаемся его сделать. Проходим инст. Главное пройти инст успешно. Если вы проваливаете инст, инст подземелье, то задание личное вы не сделаете. Вам нужно обязательно успешно завершить прохождение подземелья. Вот как-то так. В принципе, так кратко, я думаю, описал. У кого какие вопросы? Пишите в комментариях. Что вы хотите еще, может, услышать, увидеть от меня по этой игре? Потому что вроде бы как разобрался, и в настолку мы играли, и диджитал-версию пройдено на сложности +2. Потом, в свое время, я еще на сложности +3 буду проходить. Как говорится, для максимального хардкора. Но, говорю, еще одно такое. Учтите, когда выбираете уровень сложности игры в компанию достаточно высокую, не так просто личные квесты выполнять, потому что личные квесты какой-то требуют определенной, механики. То есть вот в конце сценария иметь суммарно не больше 3 карт способностей на руке и вашей стопки сброс. То есть вам нужно оставить по минимуму карт. Это не так просто сделать. Либо здесь наоборот, иметь суммарно не меньше 5 карт, то есть практически карт не использовать. Но когда вы играете, я говорю, на большой сложности, вы будете их использовать, иначе вы не пройдете подземелье. Просто банально. Опять же, можно играть вот так вот. Не обязательно идти вчетвером. Это я уже в следующем видео расскажу, какие классы лучше для двоих, там для 3 человек, для 4, потому что есть классы, которые хороши в пати, есть которые хороши там вдвоем. И так далее. Там уже особенности по классам мы пойдем по-другому. Поэтому вот такая вот у нас превьюшное видео. Надеюсь, вам понравилось. Если не понравилось, тоже пишите. Так и пишите. Ничего не знает, ничего не понимает. Ну, что ты вообще делаешь, что творишь, а? Зачем тебе это вообще все надо? Иди, как говорится, на завод работай. Поэтому до скорой встречи, народ. Я надеюсь хотя бы гайды по всем классам записать, а там посмотрим. Какую-то конкретную миссию, если вы захотите, я вам под запись пройду. То есть с чистого листа, как говорится, можно с ошибками, с какими-то и так далее. С вами был Атониок. Подписывайтесь на канал, лайки, дизлайки, все принимается. Социальные сети, ссылочки в описании. YouTube, Twitch, Instagram, Telegram. В Телеграме всегда публикую всю последнюю инфу, когда выходит видео, когда выходит стрим и так далее. Как обычно, от себя желаю всем хорошего настроения, добра и здоровья. С вами был Атониок. Пока.